Хочу рассказать вам про световой меч. Рукоятка называется «Шок» от компании UltraCyberscom. Прежде чем рассказывать, сколько это стоит, давайте посмотрим, как он устроен. Значит, у него тут эмиттер, кнопка включения, клипса крепления на пояс, динамик и прозрачное лезвие. Работает это вот так. Долгое нажатие на кнопку выключает меч. Смотрите, как это все устроено. Лезвие съемное. Вот здесь вот стоит винтик. Лезвие снимается. Эмиттер снимается. Здесь стоит светодиод. И снимается батарейный отсек. Здесь стоит динамик и батарейка. Если заказать специальную опцию, то диод можно сделать съемный. Стоит дополнительных денег, но можно поменять диод. Вот, и мы получаем меч уже другого цвета. Есть рукоятки со сменными цветами, уже когда в одной все, но это довольно дорого стоит, поэтому я решил выбрать один меч. Я подумал, что джедаи, когда себе меч выбирали, они делали его одноцветным, без возможности выбора. Просто потому что, не знаю, как у них, у нас это просто очень дорого стоит. Также дополнительно можно заказать вот такой ключик, он дюймовый. Если у вас нет набора дюймовых ключей, то полезно заказать, это стоит $1. И вот здесь вот для косплея вот такая вот штучка, заглушка вставляется. Если вы хотите где-нибудь на фестиваль пойти с световым мечом, то вот так это выглядит. Вы можете его вешать на пояс, он будет висеть у вас как у джедая. Так вот с заглушкой, без подсоединенного лезвия, если вы просто хотите ходить с ним на поясе. Снимается, меняется очень просто. Главное не потерять ключик. Общая длина у нас 115 сантиметров. Длина рукояти 30 сантиметров. Толщина 4,5. Весит это удовольствие 660 грамм. По сравнению с современными, с историческими мечами, это, конечно, не очень большой вес, но все равно нам приходится его вращать. Давайте посмотрим, сколько это стоит. Вариантов исполнения у каждой рукоятки много, и чем больше вы хотите, чтобы ваш световой меч умел делать, тем это будет дороже стоить. Как выбрать световой меч? Заходим на сайт UltraCyberscom и в раздел Single Blade Sabers. Есть еще Double Blade, это шесты, двухсторонние. Рукоятки начинаются от $60, и за $60 вы можете заказать себе довольно простенькую рукоятку, но ребята, которые занимаются сайберфайтингом, они говорят, что они как раз таки лучше всего подходят. Надо смотреть на рукоятки, которые выглядят как простая ровная трубка, без всяких там выточек, наростов и всего остального. Они лучше всего подходят для сайберфайтинга. Рукоятки начинаются от $60, но я заказал себе подороже. Тут можете сами потыкаться, поразглядывать. Я заказал себе рукоятку «Шок». Вот так вот, «Шок» это по-нашему. $164 стоит только рукоятка. Осталось выбрать себе начинку для меча. Если вы DIY-щик, самодельщик, то вы можете заказать только рукоятку, выбрав
отверстие под выключатель круглый или такой прямоугольный кнопку, ну, чтобы можно было вперед-назад двигать. Допустим, круглый. Спрашивают, нужен ли нам ключик дюймовый. Я уже говорил, дюймовый ключик нужен, чтобы ставить, снимать лезвие. Если у вас нет набора дюймовых ключей, то потратьте $1. Ключик пригодится. Нужна ли заглушка для меча? Будем скажем, нет. Подставка из оргстекла, если вы где-то хотите поставить на видное место, стоит она $15. Спасибо, не надо. Клипса для ношения меча на поясе. Вот, итого за рукоятку без лезвия мы заплатим $125. И к нему надо будет заказать лезвие. Лезвия бывают разной длины и 4 видов исполнения. Прозрачные, матовые, толстые и обычные. Толстые брать не надо, они тяжелые. И ребята, которые занимаются сайберфайтингом, говорят, что с ними неудобно работать. Поэтому выбираем лезвие вот такое. $29 оно будет стоить. И здесь выбираем, какой кончик, закругленный или заостренный. Мне кажется, закругленного будет достаточно. Итого $29 за лезвие и $125 за меч. Итого мы получили $154 за просто меч без начинки. Плюс доставка. Доставка в России около $50 стоит, там плюс-минус. Итого мы получаем $200 за пустой, за рукоятку с лезвием. Если же вы хотите, чтобы ваш меч звучал, как-то там вибрировал, светился, то варианты есть. Значит, вариант без звука нам обойдется чуть дороже. Выбираем цвет меча, какой вы хотите. Тут очень много вариантов. Прям вот можно посмотреть даже, как это выглядит. Вот я заказал обычный синий меч. И вот здесь вот выбрать варианты питания. Либо от батареек, либо от литий-ионных аккумуляторов. Вот, если выбрать литий-ионные батареи, то можно взять зарядку, допустим, 1-2 ампера, чтобы поддерживал быстрый заряд. Стандартное лезвие. Вариант mid-grade мы берем, прозрачную. Нужны ли быстро сменные разъемы для того, чтобы можно было менять диоды? То есть, если вы не планируете менять диод, то выбирайте здесь нет. Если хотите делать сменные диоды, то удобно, чтобы здесь были разъемы. Соответственно, если вы будете покупать дополнительные диоды, то лучше взять с разъемом. Опять же, если есть руки, можете сделать разъем сами и сэкономить $15. Я не стал. А цвет кнопки, ну, кнопку имеет смысл выбирать в зависимости от цвета рукоятки. Если у нас рукоятка белая, то и кнопку надо поставить, соответственно, серебристую без подсветки, non-illuminated. Круглый наконечник, ключик, заглушка, подставка, клипса. И так это все стоит $300. Мы получаем меч без звука, только светящийся. Мой вариант обошелся чуть дороже, я выбрал со звуком. Звуков есть варианты два: обычная звуковая карта и премиум. Премиум отличается от обычной только тем, что вы можете загружать и менять звуки, которые прошиты в меч. Если Basic Sound, то все звуки, которые там есть, они вот как их загрузили на производстве, так они и поменяются. Я выбрал этот вариант, потому что разница по звуку $80, по-моему. Мы выбрали синий световой меч. Flash and Clash – отличная опция. Стоит дополнительно $35. Меч будет сверкать, когда вы им ударяете. Плюс получаете дополнительную опцию, когда он сверкает, когда вы входите в клинч. Берем серебряный, то есть он будет светиться синим, а моргать будет белым. Батарейный отсек у нас получается стандартный. Литиевые аккумуляторы они ставят только если вы выбираете премиум звуковую карту, и туда можно поставить литий. А на обычную звуковую карту ставим обычные батарейки. Длина лезвия 36 дюймов, ну, кстати, можно выбрать и поменять, да. Можно покороче, подлиннее, ультра супер длинный, да, и совсем коротенький. Ну вот 32 дюйма стандартный. Прозрачная. Там
трубка прозрачная, но внутри пленка такая вот, как для цветов, и она рассеивает лучше. Меч такой ровного цвета получается. Звуковая карта обычная. Подключалка для сменных светодиодов, да, нужно. Silver Non-Illuminated. Рукоятка у нас белая, соответственно, кнопку мы хотим белую. Наконечник кругленький. Ключик, да, нужен. Заглушку, да, давайте. Стандартная. Подставка не нужна. Клипса на пояс не нужна. Итого такой меч, как у меня, нам обошелся в $313 и $58 доставка FedEx. FedEx привозит где-то дней за 5 в Россию. Очень быстро привозят. Но надо будет подождать время, пока еще Ultra Sabers изготовит для вас меч. Это может занять там, от 1 до 4 недель, в зависимости от нагрузки. Я заказывал меч, я заказывал с 20% скидкой. Это как раз получилось, у них была акция на сайте, и у них получилось, что я сэкономил на доставке. То есть я заплатил $313 за такой вот меч, светящийся со звуком. Также я заказал себе дополнительный диод другого цвета. Выбрал красный. С вариантом Quick Disconnect, чтобы с разъемами сразу было, чтобы они не припаяны были на плату. И с опцией Flash on Clash. Он у меня будет моргать оранжевым. Красный будет моргать оранжевым. Стоит это еще $70. То есть смена цвета меча вам обойдется еще в $70. Рекомендую вам подписаться на их рассылку. Они иногда выбрасывают мечи со скидками. Вот сейчас у них можно заказать несколько мечей со скидкой 30% рукояток. 4 варианта рукоятки можно купить с 30% скидкой, и можно прилично сэкономить. Я вот летом заказывал, была скидка 20% на все мечи, я воспользовался и заказал. Вы спросите, для чего это нужно, такие дорогие игрушки? Я вам могу рассказать, что в Москве и в других городах, в Питере, есть секции артистического фехтования на световых мечах, и ребята, профессиональные фехтовальщики, разрядники, занимаются артистическим фехтованием и делают видеопостановки, участвуют там в театральных постановках и фехтуют на световых мечах. Это очень красиво выглядит, и это просто интересный навык, которым интересно владеть, интересно заниматься, и я вот тоже начал ходить на такие занятия, у меня даже что-то получаться начало. Вот такая вот история, такой вот световой меч у меня есть. Я с вами прощаюсь, до скорого, увидимся.